Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу предложить вашему вниманию вяленые помидоры. Это, пожалуй, must-have в моем холодильнике. Я их часто добавляю в различные закуски, салаты, мясные рулеты, сыры и даже хлеб. Заготавливаю томаты я всегда сама, так как домашняя заготовка получается не только вкуснее, но и намного дешевле, чем покупать готовые вяленые помидоры в магазине. Готовить я их буду в духовке. Покажу и расскажу, какие томаты лучше подходят для вяления, какая должна быть температура, время, а также какие я добавляю специи и добавки. Итак, у меня здесь 2 килограмма 200 граммов помидоров. Для вяления лучше брать сливовидные томаты среднего размера. Они овальной формы, достаточно плотные, имеют мясистую мякоть и менее водянистые. Это как раз то, что нужно. Круглые сочные помидоры для этой цели не подойдут. Томаты я заранее промыла и обсушила от лишней влаги бумажными полотенцами. Теперь разрезаю их пополам и удаляю сердцевину. Мякоть я не удаляю, так как вяленые томаты – это не просто высушенная шкурка, но и правильно провяленная мякоть. Вялить томаты я сегодня буду в духовке. Если у вас есть специальная сушилка-дегидратор, то можете воспользоваться ей. Подготовленные помидоры раскладываю на застеленный пергаментом противень в один слой срезом вверх. При сушке помидоры значительно уменьшатся в размере, поэтому укладываю их плотно друг к другу. На четвертинки я их не разрезаю. Не нужно их мельчить, лучше потратить немного больше времени на сушку, а в результате получатся идеальные мясистые красивые вяленые помидоры. Подготовила 2 миски с солью и сахаром. Помидоры солю. Соль придает вкус, а также вытягивает лишнюю влагу. Для баланса вкуса также сверху немного присыпаю сахаром. На данном этапе я не добавляю никаких специй, трав, а также не поливаю растительным маслом. За длительное время сушки все ароматы и специи улетучатся, ну а растительное масло образует дополнительную пленку, которая препятствует выходу влаги. Помидоры буду сушить в духовке в течение 12 часов. На первые 4 часа включаю температуру 110 градусов, вверх-вниз с конвекцией. Пока в помидорах много влаги, ее можно выпаривать на более высокой температуре. А когда томаты уже немного просушатся, то температуру нужно уменьшать, чтобы они вялились равномерно. Вот так выглядят помидоры через 4 часа сушки. Они, конечно же, еще не готовы. На этом этапе уменьшаю температуру до 90 градусов и вялю также с конвекцией еще 4 часа. Периодически проверяю, чтобы ничего не пересушилось и не подгорело. Оставшиеся 4 часа я досушиваю томаты при 70-80 градусах. У меня прошло 12 часов, мои помидоры идеально провялились. Они получились мягкими, гибкими, эластичными, но при этом в них не осталось ни капли жидкости. Напомню, что я взяла 2 килограмма 200 граммов свежих помидоров. Из них получилось 325 граммов вяленых. Вот на этом этапе я буду добавлять специи и добавки. Здесь у меня чеснок из расчета 2-3 зубчика на одну баночку. Я его порезала вот на такие тонкие пластины. Из специй я взяла по пол чайной ложки орегано, розмарина, сушеного базилика и тимьяна. Специи объединяю между собой и добавляю в помидоры. Вот так вот можно встряхивать, перемешивать, чтобы каждая половинка покрылась сушеными травами. Сюда же добавляю порезанный чеснок. И хорошо все еще раз перемешиваю. Раскладываю по сухим баночкам, равномерно распределяя специи и чеснок. Баночки я заранее простерилизовала. Укладываю достаточно плотно, периодически вот так вот утрамбовывая. Все помидоры у меня в итоге поместились в 3 баночки объемом по 250 мл. Заливать буду рафинированным растительным маслом без запаха.
Я его подогрела до температуры примерно 65-70 градусов. Ни в коем случае не доводите масло до кипения или до появления дыма. Масло выступает в роли консерванта, поэтому заливаю его практически по самое горлышко, так чтобы все помидоры были им покрыты. Помидоры также можно залить оливковым маслом, но это получится более дорогой вариант. Баночки герметично закрываю крышками, которые заранее прокипятила, и убираю на хранение в холодильник. При условии, если помидоры правильно просушились и в них не осталось влаги, то такие томаты могут смело храниться в холодильнике в течение года без добавления любого уксуса. Через несколько недель томаты напитаются всеми ароматами пряных трав и чеснока и станут еще вкуснее. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я всем желаю приятного аппетита!